Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад, меня зовут Александра. Решила предложить вам это видео с одной целью, чтобы несколько отвлечь от огородных дел, навалившихся на многих в летние месяцы. Не знаю, как вы, а я очень люблю клематисы. Это настоящее украшение любого сада. К сожалению, не всегда можно приобрести понравившийся сорт клематиса или княжика. К тому же, такие цветочные лианы стоят недешево, поэтому самое время научиться их размножать самостоятельно. В этом видео расскажу, как я черенкую клематисы и княжики сама, своими руками. Дело совсем не хлопотное, времени много не займет, а через несколько недель можно будет полюбоваться результатами своего труда, рассаживать укоренившиеся черенки клематиса в своем саду. Скажите, это приятное занятие? Лучшее время для черенкования клематисов и княжиков – поздняя весна, когда играют в растении гормоны роста. Но в целом эти цветочные лианы можно черенковать с апреля и по сентябрь. Тут нет ничего сложного, вот только процент укоренившихся черенков будет снижаться от весны к осени. Я обычно черенкую клематисы в мае. Как только лиана наберет силу и стебли будут сильными, но еще не одревесневшими полностью. Я нарезаю такие полуодревесневшие стебли и на участке, где уже началось одревеснение, нарезаю черенки. Выглядит это вот так. Нижнюю часть черенка надо срезать под углом, чтобы увеличить площадь соприкосновения стебля с почвой. Два листика у каждого черенка я укорачиваю, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. В почву, чтобы она не пересыхала, можно добавить вермикулит. Так поливать черенки придется значительно меньше. Как только черенки нарезаны, их надо воткнуть в прозрачные пластиковые стаканчики, наполненные легким грунтом, с добавлением вермикулита, и хорошо полить. Чтобы процент приживаемости черенков клематиса был выше, стоит в воду для полива добавить гетероауксин или другой укоренитель. Можно использовать ту же янтарную кислоту. Также можно просто обмакнуть или припудрить черенки укоренителем. Все, дело сделано. Теперь прозрачные стаканчики с укореняющимися черенками клематиса стоит укрыть прозрачным пластиковым пакетом, чтобы влага испарялась меньше, и поставить в затененное место на 3-4 дня. Через 4-6 недель будет новое молодое растение, которое можно высадить в клумбу. А теперь хочу затронуть один садовый нюанс. Вы знаете, чем отличаются клематис и княжик? В чем разница? Хочу показать, как можно отличить клематис от княжика. Самое яркое отличие в форме листа. Посмотрите, вот лист клематиса, а это зубчатый трехлистник княжика. Княжики имеют поникшие цветки, они зацветают намного раньше, чем клематисы,
А если покупать хняжик, он обычно стоит дешевле, чем клематис. А теперь покажу мой маленький укоренившийся клематис, который уже занял свое место на цветочной клумбе. Надеюсь, на следующий год смогу полюбоваться первыми цветочками этого малютки. Рада была снова с вами встретиться, уважаемые зрители и гости канала. Спасибо за подписку, лайки, просмотры. Надеюсь, видео было интересным и познавательным. Увидимся!